Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусный веганский тортик с восхитительным ароматом запеченных яблок и корицы. В этом торте нет сахара, яиц, молока и молочных продуктов, орехов и какао, что делает его особенно ценным для детей и взрослых с аллергией. И в этом же видео я покажу, как можно приготовить яркие мармеладки для декора торта. Итак, для коржей первым делом нужно промыть и замочить в кипятке 240 грамм фиников. Замачиваем примерно на 10 минут до мягкости. Тем временем смешиваем сухие ингредиенты. 150 грамм муки, у меня это мука из зеленой гречки. Если вы не пробовали использовать эту муку, очень рекомендую. У нее, вопреки ожиданиям, нет привкуса гречки. Она не содержит глютен и прекрасно ведет себя в выпечке. Но можно использовать и любую другую цельнозерновую муку или их смесь. На овсяной, пшеничной или полбяной муке коржи получатся чуть пышнее. И добавляем сюда 20 грамм кукурузного крахмала и 10 грамм разрыхлителя. Смешиваем сухие ингредиенты. Теперь подготовим жидкие ингредиенты. Нам понадобится 440 грамм бананов, это примерно 4 средних банана, и финики, очищенные от косточек. Измельчаем все это блендером в однородную массу. Вот такое сладкое пюре получилось. Перекладываем его в чашу и можно добавлять остальные ингредиенты. Это 150 грамм минералки и все сухие ингредиенты. Тщательно перемешиваем. Вместо минералки здесь можно взять любой сок без сахара. Например, яблочный тут будет отлично смотреться. Вот такое получается тесто, довольно густое. Мы будем выпекать из него 4 коржа диаметром 16 см. При такой консистенции теста можно воспользоваться вот таким способом. Выкладываем четверть теста в кольцо и разравниваем. Аккуратно поднимаем кольцо и вуаля! Ровный круг готов. Также поступаем со всеми остальными коржами. На двух противнях легко помещаются 4 коржа. Выпекаем 45 минут при 180 градусах Цельсия. Вот такие коржики у нас получаются. Они почти не поднимаются, имеют влажную текстуру и насыщенную сладость. Остужаем их до комнатной температуры. Упаковываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике до готовности крема. Для крема нам понадобится 1,5 килограмма яблок. Нарезаем их произвольно. Здесь наша цель просто избавиться от сердцевинки. Яблоки обязательно нужно выбирать вкусные. Лично мне нравятся с кислинкой, но могут быть они просто сладкие. Самое главное, чтобы они не были безвкусными, это сильно ухудшит вкус торта. В этом торте запеченные яблочки дают нам очень яркий вкус. Выкладываем на противень, у меня получилось даже 2 противня, и выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия около 30 минут. Время будет разное для разных яблок, лучше ориентироваться на готовность. Готовые яблоки очень мягкие и начинают выделять сок. На вкус они сразу становятся сладкими. И от них идет просто потрясающий сладкий аромат запеченных яблок. Перекладываем яблоки в чашу или в блендер. И для крема нам еще понадобится 200 грамм фиников. Они были помыты и замочены в кипятке примерно на 10 минут. Очищаем их от косточек и перекладываем к яблокам. Теперь всю эту массу нужно тщательно измельчить. Я воспользуюсь погружным блендером. Измельчаем до однородности. Процентное соотношение фиников и яблок можно менять. Если вы любите послаще, то спокойно можете взять и 300, и 400 грамм фиников, соответственно уменьшив вес яблок. В моем рецепте сладость средняя, умеренная. Вот такая масса у нас получилась. Для полной гладкости крема нужно еще перетереть его через сито. Если вы этого раньше не делали, то будьте готовы к тому, что это самый затяжной этап приготовления торта. Процесс идет не очень быстро, минут 15, наверное, нужно, чтобы весь этот крем пропустить через сито. Если вдруг вас это напугало, можно и не делать этого, просто крем в этом случае будет не идеально гладкий.
Вот такая густая масса остается при перетирании. Это все мелкие шкурки от яблок и фиников. Перетираем таким же способом все остальное пюре. А в ковшике у нас получается идеально гладкое по консистенции и очень вкусное пюре. Самое время свериться по весу. Примерно здесь должно получиться 1 килограмм пюре. Добавляем к нему 45 грамм кукурузного крахмала и 1 чайную ложку корицы. Перемешиваем венчиком. Нужно тщательно промешать все комочки крахмала. И этот крем мы будем уваривать на среднем огне, постоянно помешивая до легкого загустения и потемнения. Это примерно 3-5 минут после закипания. Смотрите, в процессе варки крем стал темнее и немного прозрачнее. По весу после уваривания осталось 970 грамм крема. Консистенция вот такая, уже совсем не жидкая, но и не слишком густая. Крем достигнет идеальной своей консистенции в холодильнике. Перекладываем его в кондитерские мешки. По крайней мере, у меня в один мешок весь объем не влазит, поэтому я разделила его на 2 части. Первая идет в наполнение торта. Здесь 640 грамм крема. А вторая часть пойдет на покрытие. Здесь 330 грамм крема. Если вдруг у вас общий вес крема отличается от моего, то разделите его пропорционально. Важно только, чтобы крема на покрытие получилось не меньше 280 грамм. Храним крем в холодильнике. Для сборки торта достаем коржи. Нам нужно немного их подровнять. Примеряем кольцо, если требуется, то обрезаем край. И срезаем верхушку. Эти коржи почти ровные, поэтому я срезаю только самый верх, очень тонкий слой. Так поступаем с каждым коржом. Теперь можно приступать к сборке торта. На подложке стоит кольцо диаметром 16 см. Внутри него проложена ацетатная лента. Это не обязательно в данном случае, но с ней удобнее. На середину подложки наносим немного крема, чтобы зафиксировать торт. И выкладываем первый корж. Пропитывать коржи не нужно, они точно не будут сухими. И покрываем корж хорошим слоем крема. 190 грамм крема у нас пойдет на каждый корж. Разравниваем лопаткой. Кстати, крем здесь комнатной температуры, остужать его перед сборкой нет необходимости. Выкладываем второй корж. Важно коржи тщательно прижимать, чтобы они хорошо соединились с кремом. Сборка тут очень простая. Корж, крем. Не забываем выравнивать слой крема и хорошо прижимать корж. Верхний корж покрываем оставшимся кремом. У меня осталось 70 грамм. Тоже разравниваем. Укрываем торт пищевой пленкой и оставляем его в холодильнике настаиваться минимум на 5 часов, а лучше на ночь. И я вам покажу, как приготовить яркие мармеладки для украшения нашего тортика. Для этого нам понадобится 110 грамм клюквы и 40 грамм натурального сиропа без сахара. У меня это сироп топинамбура. Измельчаем с помощью блендера. Добавляем сюда 4 грамма агар-агара и тщательно размешиваем. Варим пюре, постоянно помешивая. Нам нужно тщательно прокипятить его 1-2 минутки. Все готово. Теперь нужно быстро подготовить формы для мармеладок, пока пюре не застыло. Я слегка смазываю формы маслом, подойдет любое масло. Заполняем. Здесь, кстати, легко можно обойтись и без формочек. Для этого выложите массу на плоскую поверхность и разровняйте. А после застывания вырежите любые фигурки. Агар-агар застывает при комнатной температуре. Дожидаемся его полного застывания и достаем мармеладки. У меня эти формочки очень капризные, с тонкими участками, и не все мармеладки достаются идеально ровными, некоторые немного повреждены. Чтобы этого избежать, нужно делать более плотный мармелад, добавив в 1,5 раза больше агар-агара. Но я такой не очень люблю,
Поэтому я обыграю эти мармеладки как-нибудь красиво. Итак, наш торт настоялся. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Чем прекрасна сборка в кольце, торт сразу уже идеальной формы, можно сразу украшать и подавать. Но я все-таки покрою его слоем крема. Небольшое отверстие в кондитерском мешке, меньше сантиметра. И покрываем торт, начиная снизу. Двигаемся вверх по спирали. И покрываем верхушку. Крема ровно хватает на такой торт. Выравниваем сверху и сбоку. Снова сверху и снова сбоку. Так, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Теперь можно приступать к украшению торта. Выкладываем сначала крупные детали. У меня это мармеладки и большие конфетки. Я использую веганские конфетки Sunrise, покрытые кокосовой мукой. Их рецепт уже есть на моем канале. Дальше размещаем элементы средней величины. Неровные мармеладки я разрезала пополам, и они будут стоять так, будто половина мармеладки торчит из торта. Дополняем декор свежими ягодками, если есть. У меня это вишня. И объединяем композицию самыми мелкими элементами. У меня это лепестки миндаля. Сначала я расставляю цельные лепестки, так как если я их просто насыплю, они в основном упадут с торта. И часть лепестков я ломаю в крошку и посыпаю сверху. Ну и немного сублимированной малины тоже посыпаю. Вот такой милый тортик у нас получился. Давайте его разрежем. Очень нежный крем, легко режется. Вот такой этот тортик внутри. Ровные, аккуратные коржи. Тортик очень сладкий, вкусный и сочный. Запеченное яблоко дает слегка карамельный оттенок вкуса, но и свою кислинку тоже отдает. А корица дополняет торт своим прекрасным ароматом. Этот торт точно понравится любителям фруктов и тем, кто любит пирог шарлотка. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!